Маленький волчонок застрял в ржавых металлических воротах. Его лапу зажало между прутьями. Он плакал и тихо скулил от боли. Казалось, он просто не выживет. Но его нашла 9-летняя девочка. И то, что она сделала дальше, заставило взрослых замолчать, а некоторых даже заплакать. В одном небольшом поселке на окраине леса жила 9-летняя девочка по имени Юлечка. Она была тихой, доброй и немного застенчивой. Больше всего на свете Юлечка мечтала о щенке. Она мечтала о нем уже очень давно, почти 2 года. Каждый раз, когда она проходила мимо дворов, где бегали собаки, Юлечка останавливалась и долго смотрела на них. Иногда ей позволяли погладить щенка, и тогда ее глаза светились от счастья. Но родители говорили: «Сначала накопи сама, тогда будет понятно, что ты действительно готова заботиться о питомце». Юлечка не обиделась. Наоборот, она решила, что обязательно справится. Она начала откладывать деньги. Монетки, которые давали на мороженое, небольшие купюры на праздники. Иногда бабушка давала немного за помощь по дому. Все деньги Юлечка складывала в маленькую жестяную коробочку с нарисованными цветами. Она прятала ее в шкафу и время от времени пересчитывала накопления. Прошел месяц, потом еще один, потом целый год. Иногда ей очень хотелось потратить деньги на что-нибудь красивое или вкусное. Но она всегда вспоминала о своей мечте, о маленьком щенке, который будет встречать ее после школы. Так прошло 2 года. В тот день Юлечка возвращалась из школы короткой дорогой через старый двор у заброшенного дома. Там давно никто не жил, ржавые ворота покосились, а трава вокруг выросла почти по колено. Вдруг девочка услышала тихий жалобный звук. Сначала она подумала, что ей показалось, но звук повторился, тихий дрожащий скулёж. Юлечка осторожно подошла ближе к воротам и вдруг замерла. Между ржавыми прутьями был маленький волчонок. Он, видимо, пытался пролезть через щель, но застрял. Один из прутьев сильно прижал его заднюю лапку. Зверек пытался вырваться, но только делал себе больнее. Его шерсть была взъерошена, а глаза огромные и испуганные. Когда он увидел девочку, то сначала тихо зарычал, но сил на настоящую угрозу у него уже не было. Юлечка присела на корточки. «Тихо, тихо!» – прошептала она. Она не знала, что делать. Руками раздвинуть железные прутья было невозможно. Тогда Юлечка побежала домой и позвала взрослых. Через несколько минут пришел сосед дядя Коля. Он принес ломик и осторожно разжал ржавые прутья. Волчонка удалось освободить. Но когда его положили на землю, стало ясно. Лапа сильно повреждена. Волчонок почти не мог на нее наступать. «Нужно срочно к ветеринару», — сказал дядя Коля. Они отвезли зверька в ближайшую ветеринарную клинику. Врач осмотрел лапу и тяжело вздохнул. «Перелом сложный, нужна операция». «Сколько это стоит?» – спросил дядя Коля. Ветеринар назвал сумму – 3000 рублей. В комнате на несколько секунд стало тихо. Юлечка стояла рядом и смотрела на маленького волчонка. Он лежал на столе и тихо поскуливал от боли. И вдруг девочка сказала: «Подождите». Она выбежала из кабинета, через 20 минут Юлечка вернулась. В руках у нее была та самая жестяная коробочка с цветами. Она поставила ее на стол перед ветеринаром. «Здесь деньги», — тихо сказала она. Врач открыл коробочку. Внутри лежали аккуратно сложенные купюры и много монет. «Я копила их», — сказала Юлечка. 2 года. «На что?» — спросил ветеринар. Девочка немного помолчала. «На щенка». В комнате снова стало тихо. Юлечка посмотрела на волчонка. «Но ему сейчас нужнее». Ветеринар медленно пересчитал деньги. Там было ровно 3000 рублей. Та самая сумма. Никто в кабинете несколько секунд не мог сказать ни слова. Взрослые переглянулись. У кого-то даже появились слезы. Потому что все понимали, эта девочка только что отдала свою мечту, чтобы спасти чужую жизнь. Операцию сделали в тот же день. Она прошла успешно. Через несколько недель волчонок уже мог осторожно наступать на лапу. Его отвезли обратно в лес, подальше от поселка. Когда машину остановили на опушке, волчонок какое-то время стоял и смотрел на людей, а потом исчез между деревьями. Юлечка долго смотрела вслед. Она больше ничего не сказала. Но взрослые запомнили этот день надолго. Потому что иногда самый большой поступок совершают те, от кого его меньше всего ждут. Иногда добро стоит очень дорого.